20 мая случилось то, чего многие из нас так долго ждали. В открытый доступ после длительного плейтеста и доработки наконец-то вышла настольно-ролевая игра от Мэтта Мерсера, команды Critical Role и других талантливых геймдизайнеров. И имя этой игре, разумеется, Daggerheart. В этом видео я хотел бы поведать об этой игре тем, кто еще по какой-то причине о ней ничего не слышал. А для тех, кто следит за игрой, начиная с плейтеста, рассказать об изменениях и нововведениях. Они будут ближе к концу видео по таймингу на экране. Если вдруг кто еще не в курсе, я Макс, вещаю я из своего уютного подземелья, и рассказываю я тут преимущественно о необычных настольно-ролевых играх, и не только. Не забудьте подписаться, поставить лайки и поделиться роликом с друзьями, если хотите вместе с ними окунуться в новую эпическую фэнтези-игру. А для тех, кто до сих пор не нашел себе компанию, существует мой чат в Telegram, где многие уже нашли себе соигроков. А еще я извиняюсь перед теми, кто ждал это видео раньше. Я столкнулся с техническими трудностями, и видео пришлось переделывать практически с нуля. Большое спасибо за ваше терпение и ожидания. Итак, перейдем к сути. Daggerheart — это настольно-ролевая игра, созданная как своего рода ответ на жадность Wizards of the Coast по отношению к мастерам и авторам, предлагающая альтернативный взгляд на эпические приключения в сеттинге высокого героического фэнтези. Daggerheart, в отличие от таких игр, как Подземелье и Драконы и Pathfinder, нацелен в первую очередь на повествование, создание историй, тесные взаимоотношения персонажей и игроков, а также на гибкость в создании персонажа, приключений и монстров. По всем параметрам Daggerheart можно отнести к новой школе ролевого геймдизайна. И авторы совершенно не стесняются говорить о том, что игра вдохновлена не только D&D 4 и 5 редакции, но и такими играми, как Genesis, 13 век, Клинки во тьме и многими другими. Daggerheart, на мой взгляд, отлично подойдет и тем, кто совсем недавно начал погружаться в настольное ролевое хобби, и тем, кто играет уже давно. Особенно это актуально для тех, кто больше всего в играх ценит социальные взаимодействия и отыгрыш. Так что если вы в D&D больше всего любили именно эти моменты, то я настоятельно рекомендую попробовать Daggerheart. Перейдем к основным особенностям механик игры. Движок игры базируется на двух 12-гранных костях, символизирующих накапливающиеся в ходе приключений надежду и страх. Надежда — это ресурс игроков, используемый для особых способностей, заклинаний и атак. А страх — это ресурс мастера, необходимый для создания угроз, активации ловушек, особых атак врагов и многого другого. О том, как именно работает надежда и страх, вы можете узнать из моих прошлых видео, либо в книге правил. Механика страха будет более-менее понятна тем, кто уже играл в игры 2D20 от Modiphius, Fallout, Dune и многие другие. Там также есть аналогичный ресурс, который использует мастер. Другой важной особенностью я считаю отсутствие таблицы навыков. Вместо нее мы имеем привычные характеристики или статы персонажа со слегка измененными названиями, а также механику опытов персонажа или же experiences. Но нет, это не тот опыт, который игроки клянчат в конце сессии за убийство пачки гоблинов. Опыт в Daggerheart — совокупность накопленных знаний, навыков и компетенций персонажа, полученных им до того, как он встал на путь приключенца. Или же уже в процессе. Свой опыт игрок придумывает сам, согласовывая его с мастером. Опытом может быть название профессии или специальности, словосочетание, короткая фраза или даже целая цитата персонажа. Игрок вправе прибавить бонус своего опыта к броску, потратив надежду из своего запаса и обосновав, как его опыт помогает при выполнении действия. По сути, это аспекты из Фейта или бэкграунда из 13 века, так что сама по себе идея не нова, но Daggerheart с его упором на повествование и индивидуализацию эта механика очень подходит. Также важно обратить внимание на то, что авторы игры отказались от гексов и клеток в пользу условных зон. Это значительно сокращает количество подсчетов в игре, а также время на обдумывание хода, так как отпала необходимость считать количество клеток до врага, прицеливаясь своим 15-футовым конусом, и заниматься прочими непотребствами, такими привычными для среднего игрока в D&D. Я же много раз говорил о том, что не люблю D&D за эту механичность и духоту, доставшуюся игре в наследство как потомку варгеймов. Тут же стоит сказать про отсутствие строгой инициативы в бою. Игроки сами решают, как и в каком порядке будут ходить, а мастер же эту инициативу может перехватывать после неудачных бросков или расходуя тот самый страх.
Таким образом, игроки в Dagger Heart могут пропускать вперед своих хиллеров и кастеров, а также выбирать порядок хода, исходя из логики повествования, а не броска кубов. Это тоже значительно ускоряет бои и убирает необходимость заниматься ненужными подсчетами. Следующая, на мой взгляд, значимая отличительная черта — это наличие показателя брони персонажей, которая отображает не сложность попадания по ним, а позволяет снижать урон. Чем тяжелее броня, тем меньше урона получает персонаж. А кроме того, оружие и доспехи разделены на тиры, условные уровни качества и крутоты. Так что вашему персонажу не придется всю игру ходить с одним и тем же унылым двуручником, в лучшем случае обмазав его до магического двуручника +2. Кроме того, оружие, щиты и доспехи обладают различными уникальными свойствами, будь то бонус к характеристикам персонажа, возможность наносить урон сразу нескольким целям одной атакой или возможность бросать урон с преимуществом. Да, те, кто переходит на обновленные правила ДНД, этим уже не удивить. Но хочу обратить внимание, что еще до их выхода все это уже было включено в правила плейтеста Даггерхарта. Ах да, и еще тут есть пушки, без хоумбрю и прочих наворотов. А чтобы ими пользоваться, вам даже не нужен особый класс или архетип. Так что шутки про магов, кастующих свинец в задницу врагов, уже не такая уж и шутка для игроков данной системы. И раз речь зашла о доспехах, пушках и прочих мега-девайсах, добавлю также то, что в игре есть отдельные опциональные правила для создания магических колясок и кресел на механических лапах или любых других наворотов, а также крутых магических протезов. А как известно, у уважающего себя антигероя-ветерана должен быть крутой бионический протез. Так что пользуемся и косплеем своих любимых сильверхендов, бигбоссов, зимних солдатов и Нера и прочих крутых парней. Вот такая крутецкая круть для крутых пацанов. Также стоит сказать о 18 стартовых расах. То есть происхождениях, конечно же. А также о том, что игра позволяет делать гибриды двух рас, самостоятельно выбирая, какие особенности расы игрок хочет получить в итоге. И да, вероятно, сейчас набегут сумасшедшие хейтеры и начнут говорить, что Dagger Heart — это про небинарный фури-зоопарк, и что им не нравится, что пати может состоять из разумного гриба, фури-кошечки, лягушки и бородатой дворфийки, использующей местоимения. Таким людям по секрету скажу, что в настольной ролевой игре абсолютно все опционально. И если мастер и другие игроки не против, то никто не запретит вам собрать пати, состоящее полностью из голубоглазых блондинов арийской, то есть людской, разумеется, расы, и играть именно в ту игру, которая нравится вам. А если вас реально заботит наличие подобных вещей в современной ролевой игре, могу предложить контакты неплохого психолога. Классов же в игре на данный момент 9. И у каждого по 2 подкласса со своими уникальными фишками. Выбранный класс открывает игроку доступ к большому списку способностей, которые он может выбирать и комбинировать на свой вкус. Комбинировать можно и классы между собой, благодаря правилам мультиклассирования. Так что любителям пособирать гига-билды будет чем заняться и чем себя развлечь. На данный момент в игре уже есть бард, друид, страж, рейнджер, плут, серафим, чародей, воин и волшебник. А о 2 совершенно новых классах я расскажу ближе к концу. Ну и напоследок добавлю, что иллюстрации в книге безумно красивые, сочные и красочные. У игры есть свой уникальный стиль, выходящий за рамки вещей, к которым мы привыкли в других играх такого же жанра. Сама же книжка довольно толстая и изобилует советами как для игроков, так и мастеров, а также дает и тем, и другим широкий инструментарий того, как сделать игру именно такой, какой нужно лично вам. Я не знаю, стоит ли ждать троекнижия Даггерхарта, но уже сейчас основная книга правил ощущается самодостаточной и совершенно не скупящейся на ценные советы для ее обладателей. Так что, взяв книгу в руки, можно сразу начать и играть без необходимости докупать какие бы то ни было дополнительные материалы. Кроме того, в эту же книгу включено сразу несколько сеттингов и готовых миров. Это очень круто, особенно во времена, когда другие авторы пилят игру на тонны книг, а издатели вешают на них довольно кусачие ценники. Если игра вас зацепила, попробовать ее можно офлайн с друзьями при наличии необходимой раздатки или в онлайне, так как у игры уже появился свой автоматизированный лист персонажей для Roll20. А спутников для игры можно поискать в чате моего телеграм-канала. Там же есть материалы для игры, в том числе материалы на русском, благодаря усилиям одного из зрителей канала.
Итак, как и обещал, в конце в 2 словах о том, какие значительные изменения появились в книге после плейтеста и длительного капремонта. Во-первых, авторы окончательно отказались от трекера действий и жетонов действий. Игроки, конечно, все еще могут свободно выбирать порядок хода без бросков инициативы, но передача права хода мастеру теперь работает по немного обновленным правилам и не задействует подсчет потраченных игроками действий. Так что игра в этом плане стала еще проще и быстрее. А если вы все еще переживаете, что кто-то из игроков станет перетягивать спотлайт на себя, игра предлагает опциональные правила с жетонами спотлайта, демонстрирующими, кто сколько действий сделал за сцену и кому стоит дать возможность проявить себя. Собственно, принцип передачи инициативы мастеру изменился вместе с нюансами в работе страха. Основной принцип остается прежним, но слегка изменилась его экономика, а также количество страха, которое мастер может максимально накопить. Капает страха мастеру больше, копится его тоже больше, и действий, на которые мастер может его тратить, тоже стало больше. В очередной раз потрогали броню. В актуальных правилах броня определяет пороги урона, а также показатели брони показывают, сколько раз можно спустить полученный урон на предыдущую степень повреждений. Не буду подробно расписывать, если вы уже знакомы с системой, вы и так примерно понимаете, что все это значит. А для тех, кто не знаком, советую ознакомиться с прошлыми видео и обновленной книгой правил. Ну и, конечно, не обошлось без балансных правок. Некоторые классовые, доменовые заклинания и способности не остались без правок. А также радостная новость для тех, кто за время плейтеста успел наиграться всеми классами и хочет чего-то нового. Авторы уже заанонсили классы чернокнижника и файтера. Файтер получит архетипы Джиггернаута и мастера боевых искусств, так что фанаты монахов могут возрадоваться, ведь очень скоро они смогут лупить врагов голыми кулаками, прибавляя к атакам свой бонус знаний, искусности или инстинктов, а чернокнижникам-варлокам же дали возможность взаимодействовать с запасом страха мастера и дали ему свой собственный отдельный домен. Попробовать новые классы можно уже сейчас, скачав материалы плейтеста с официального сайта игры. На этом пока что все. Надеюсь, видео было информативным для вас. Напоминаю о том, что всех желающих обсудить игру, обосрать ее и сказать, что ДНД все равно лучше и ничто ее не убьет, что их дискриминируют картинки дварфов на инвалидных колясках и тому подобное, жду в комментариях, а также в чате моего телеграм-канала. Там довольно часто проходит обсуждение этой и других игр. Там же вы сможете отыскать себе пати для игры. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять комментарии, если по какой-то причине этого до сих пор не сделали. Играйте в хорошие игры и пока!